Всем привет! Спасибо за вашу подписку, лайки и комментарии. В этом видео я расскажу вам о 5 городах, в которые можно легко выбраться из Вильнюса. Литва небольшая страна, дорога от границы до границы занимает всего 3-4 часа. Так, почему бы не выбраться из Вильнюса на один день, чтобы ближе познакомиться с историей страны и попробовать местную кухню. Лучшие города недалеко от Вильнюса. В этом видео я расскажу вам о популярных направлениях. Города с богатым прошлым и курорты понравятся туристам любого возраста, а дорога не займет много времени. Сразу скажу насчет названий литовских географических объектов. Я буду произносить их и ставить ударение так, как привыкли русскоговорящие, а не так, как хотят некоторые литовцы. Объясню почему. Возьмем, к примеру, такую страну, как Канада. Как правильно произносить это слово? По-английски Канада. Французская часть страны говорит Канада. Если я тоже по-русски буду говорить Канада или Канада, русскоговорящие меня не поймут. Поэтому я говорю Канада. То же самое и с литовскими названиями. Тракай. В Википедии стоит ударение «тракай», но я буду говорить так, как я привыкла. Так вот, есть 3 причины отправиться в Тракай. Природа, история, еда. А еще путь от Вильнюса до региона озер и замков занимает полчаса. Рекомендуется сразу купить кибинай и дальше уже идти к замку на острове. Кибинай – это пирожки из теста с разными начинками. Чаще продают с курицей. Поверьте мне, это очень вкусно. Рецепт принадлежит караимам, народности, живущей в Тракае с XIV века. Тракай – второй по популярности город после Вильнюса. Возможно, причина в том, что город находится недалеко от столицы, а может в том, что в XIV веке замок на острове стал резиденцией литовских правителей. Тогда по приказу князя Гедимина соорудили 5 таких замков – в Лиде, Новогрудке, Мядненькое, Крево, Тракае. Совет. Сначала оцените замок с берега, как он красиво смотрится в окружении деревьев и неба, озера и лодок. Чтобы получить более яркие впечатления, можно взять в аренду лодку, парусник или катамаран. Что еще посмотреть в Тракае? Музей в островном замке. Среди экспонатов оружие, монеты, доспехи, посуда рыцарских времен, во дворе орудия пыток и наказаний. Полуостровной замок. Он разрушен, но внутри сохранилось несколько старинных артефактов. Усадьба Ужутракис. Резиденция графов Тышкевичей. Усадьбу можно посмотреть с воды или добраться до нее на велосипеде. Религиозная архитектура. Польский костел, православный храм и Кинасса караимов. Напоследок можно вдохновиться природой Тракая. По всему краю разбросано 200 озер. Самое крупное и глубокое – Гальве. Как добраться? Автобус с автовокзала Вильнюса, поезд с железнодорожного вокзала. Но учтите, что автобусная остановка расположена ближе к историческому центру Тракая. Следовательно, вы доберетесь до замка быстрее. Каунас. Вильнюс и Каунас – исторические столицы Литвы, как Москва и Санкт-Петербург в России. Вильнюс до сих пор является столицей. Каунас был столицей с 1920 по 1940 годы. Сейчас город носит почетное звание культурной и молодежной столицы. Здесь есть крупный университет и часто проводятся различные культурные мероприятия. В Каунас стоит съездить по 3 причинам: культура, богатая история и атмосфера. Город построили в XIV веке на месте слияния рек Нямунас и Нярис. Лицезреть это слияние можно в парке Сантакас. Рядом находится известное историческое сооружение Каунасская крепость. Летом в солнечную погоду здесь можно полетать на воздушном шаре.
Что можно посмотреть в Каунасе за несколько часов? Костел Витаутаса – первое религиозное сооружение Каунаса, которое было построено в XIV веке. Дом Перкунаса – готическое здание XV века, построенное на деньги ганзейских купцов. Собор святых Петра и Павла – самое большое религиозное здание в Литве. Интерьер в стиле позднего барокко. Есть огромный орган. Вильнюсская улица – центральная и полностью пешеходная улица старого города. Аллея Лайсвис – пешеходная улица, соединяющая старый и новый город. Музей чертей – единственная в мире коллекция такого рода. Экспонаты привезены из многих стран. Выставка сопровождается историей музея на нескольких языках. Также советую посмотреть на Каунас с высоты. Поднимитесь на фуникулере на холм Алексотас. Как добраться? На автобусе Токс Нео с главного автовокзала, на поезде с железнодорожного вокзала. От станции в Каунасе, Палемонос, придется пройти пешком или проехать на автобусе. Клайпеда. Насколько я знаю, литовцы произносят это название города как Клайпеда, но я буду говорить, как я привыкла и как привыкли все русскоговорящие люди. Клайпеда – самый нелитовский город. Он не похож ни на Вильнюс, ни на Каунас. У Клайпеды немецкий характер. Город был основан в 1252 году крестоносцами. Что посмотреть в Клайпеде? Старый город. Компактный район с немецкой и литовской архитектурой. Поворотный мост в замковом порту. Его несколько раз в день поворачивают вручную, чтобы люди смогли пройти, а затем, чтобы проплыли судно. Музей часов. Коллекция настенных и наручных механизмов. Рядом есть парк с солнечными часами. Особое развлечение – находить в Клайпеде бронзовые фигурки. Мышонка, трубочиста, добермана, кота. Всего в городе более 100 миниатюр. В Клайпеде нужно обязательно попробовать главный деликатес побережья Литвы – копченую рыбу. Клайпеда входит в Балтийскую ривьеру. Летом можно посетить местный курорт Смилтинис. По побережью можно добраться до Ниды и Паланги – двух главных курортов Литвы. Как добраться? На поезде или на автобусе с главных вокзалов Вильнюса. Šiauliai. Про Šiauliai вспоминают, когда советуют гору крестов – культовый памятник Литвы. Это холм, на котором стоит более 100 тысяч религиозных символов всех размеров. Один из них в 1993 году поставил Папа Римский Иоанн Павел II. Говорят, если оставить здесь крест, можно привезти с собой или купить в монастыре, и загадать желание, то оно сбудется. В городе есть на что посмотреть. Музеи, улицы, архитектура и символы веры. Что сделать в Šiauliai? Пройти по Šiauliaiскому бульвару, первой пешеходной улице в СССР. Посетить собор святых Петра и Павла, чтобы послушать орган. Зайти в музей велосипедов или музей фотографий. Сфотографироваться с железной лисой на набережной озера Талкша. Эта лиса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная анималистичная фигура. Позже рекорд побила горилла в озере. Ее голова наполовину выглядывает из озера Талкша. В Šiauliai производят шоколад Рута, мой любимый литовский шоколад. Рядом находится музей, в котором можно познакомиться с историей фабрики, сделать сладость своими руками и забрать ее с собой. Как добраться? На автобусе или поезде с главных вокзалов. Друскиненкай. В Википедии стоит ударение как Друскиненкай, но я слышала только Друскиненкай, так что не обижайтесь. В 120 километрах от Вильнюса расположен курорт с целебными минеральными источниками. Его открыли в 17 веке, в 18 построили первые санатории, а в советское время здесь поправляли здоровье люди из стран СССР.
Друскиненкай идеален для оздоровительного отдыха. Курорт на берегу реки окружен сосновым лесом и озерами. Есть минеральные источники, санатории и кемпинги. В источниках можно набрать с собой воды, в санаториях пройти процедуры для здоровья. В Друскиненкае не бывает скучно. Круглый год доступен крытый горнолыжный склон Сноу-Арена и аквапарк с банями, бассейном, дайвингом и спа. Склон и аквапарк находятся на разных берегах. Их соединяет канатная дорога. Рядом с Друскиненкаем расположен Грута Паркас – парк, где находятся демонтированные памятники советского периода. Есть контактный зоопарк, музей, аттракционы, кафе. В меню популярные блюда, приготовленные по рецептам времен СССР. Официанты одеты как пионеры. Как добраться? На автобусе с главного автовокзала. Чем еще заняться в Литве? Познакомиться с главными городами, а потом выбраться в первую столицу Кернаве, посетить обсерваторию в Малитай, арендовать лодку и прокатиться по озеру в Зарасае, посмотреть на лесопарк в Аникшае с высоты крон деревьев, где прокинуты деревянные навесные мосты, а после вернуться в Вильнюс и закрепить воспоминания о Литве ее вкусной кухней. Информацию к этому ролику я нашла на сайте InWonder. Фотографии и видео мне прислали добрые люди. Их имена и никнеймы вы могли видеть во время просмотра этого ролика. Давайте выразим им огромную благодарность. Спасибо за просмотр. Пока!